Здравствуйте, мои дорогие друзья! Большое вам спасибо, что посетили мой канал. Сегодня в этом видео я расскажу, как в Новой Зеландии живут пенсионеры. И мне удастся сегодня провести тур у моих знакомых, которые живут в деревне для пожилых людей. И они нам покажут, как они живут. Поэтому присоединяйтесь, приятного вам просмотра. Меня зовут Олеся, и я живу в Новой Зеландии. Большое спасибо, что посетили мой канал. Пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь. Для меня это очень важно. Итак, дома для престарелых в Новой Зеландии подразделяются в зависимости от уровня ухода, нужные для пожилых людей. То есть от независимого проживания до круглосуточного такого медицинского наблюдения. Дома могут быть государственные, могут быть частные и благотворительные. Ну, начнем с независимого проживания. Это как раз где живет Питер. Это подходит для людей, тех, которые хотят сохранить независимость, ну, которым нужна какая-то помощь. Может быть, в виде питания, в каком-то социальном мероприятиях, в виде уборки. Это первый такой вид проживания. Второй вид проживания – это уже rest home, так называемый, или такой уход за пожилыми людьми. Это вид подходит людям, которые нуждаются уже в помощи в ежедневной жизни, повседневной, в виде гигиены, уборки, опять же, питания, проведения досуга. Третий вид – это госпиталь, такой интенсивный, скажем, вид уже дома престарелых. На базе рестхома существует госпиталь. Это предназначено для тех пожилых людей, которым нужна помощь, медицинская помощь, круглосуточная. И эти госпиталя, они как больницы, считайте, как госпиталь. Они оснащены оборудованием медицинским, профессиональным медицинским персоналом. Отделение для пожилых людей, которые страдают деменцией, это такое специализированное отделение, которое основано, скажем, на безопасной такой среде и обученным персоналом, которые тоже умеют общаться с людьми, у которых деменция, это очень важно. Ну и последний, наверное, тип, который я хочу сказать, это паллиативный дом престарелых. Это для людей, которые, к сожалению, страдают какими-то неизлечимыми заболеваниями. Основной акцент в таких домах – это как раз создать максимально комфортную жизнь для людей, которые страдают этими неизлечимыми болезнями, и эмоционально поддержать их и поддержать их близких в этой непростой ситуации. Пока говорила, мне кажется, я заблудилась. Не понимаю, где я нахожусь. Поехала в дом престарелых, а приехала в пивную. Я и прибыла на место. Сейчас я позвоню Питеру, он меня встретит вообще. Кстати, Питер – это мой учитель по танго. И если вы не смотрели видео про аргентинское танго, то я оставлю ссылку под видео в описании. Посмотрите, если вам интересно. Здравствуйте, это Питер и его жена Хедер. Всем здравствуйте. Питер, будь любезен, покажите, как вы живете здесь, как вы устроились. Конечно, проходи.
нас два санузла, и в каждом санузле по кнопке для вызова помощи. Вот эта кнопка. Помощь приходит незамедлительно. Работают они 24 часа, 7 дней в неделю, поэтому приходит очень быстро. Одно из, конечно, преимуществ жить здесь, потому что помощь всегда есть. Здесь у нас, видишь, стиральная машина. Да. Вот еще одна кнопка. А это в душевых кабинах такие веревочки. Если вдруг кому-то станет плохо, то, дернув за веревочку, точно так же приходит помощь. Бывает, люди некоторые случайно дергают. Большое спасибо за экскурсию. А в каком возрасте вы вышли на пенсию? Достаточно давно. Мне было 62 года. Раньше мы жили рядом с тобой. 13 лет мы там прожили. А в прошлом году переехали сюда. А сколько вам сейчас лет? Мне 77, а Хедер 73. Почему вы переехали в деревню для пожилых людей? Какая причина? Наверное, ты ответишь. Хорошо. Ну, скажу коротко. Мы не стали дожидаться того дня, когда мы будем вынуждены переехать. То есть переехали заблаговременно. Думали вперед, чтобы могли сами выбрать, где мы хотим жить. А это проще жить в такой деревне? Да, конечно, жить здесь проще, поскольку все под рукой, все сервисы, помощь в обслуживании, госпиталь, отделение для людей с деменцией. Все близко. А сложно было принять решение? Как долго вы на это решались? Где-то 2 года для Питера, да, для меня. Хедра была инициатором этого, но я понимал, конечно, что лучше ехать раньше, чем позже, пока мы можем. Другой факт. Мы достаточно молоды еще для того, чтобы завязать какие-то новые знакомства. А в конечном счете в этом доме для пожилых будет жить около 600 людей. Конечно, мы со всеми не будем дружить с несколькими, но все равно времяпровождение интересное будет. Платите вы за проживание здесь? Да. Как это работает? Как в большинстве других подобных домов для пожилых в Новой Зеландии, мы не покупаем апартаменты, а покупаем право жить здесь. Эти права стоят достаточно дорого, но мы не являемся собственниками. В случае нашей смерти или если мы захотим переехать, то возвращают большую часть заплаченной нами суммы, но не всю. Дополнительно мы платим за сервисы, такие как вода, вывоз мусора, налог на землю, страховки. Это где-то примерно $150 в неделю. Но это фиксированная сумма, и она никогда не изменится. То есть она всю оставшуюся жизнь будет оставаться такой же. Это, кстати, не намного выше, чем мы платили, когда жили в своем доме. Да, примерно так же. Но чтобы переехать сюда, вы заплатили столько же, сколько бы вы купили бы дом на эти деньги? Да, эти апартаменты стоят как дом. Мы заплатили 1,3 миллиона долларов. Но зато это один из лучших апартаментов в комплексе. Если купить меньше площадью, но не на солнечной стороне апартамента, то это может стоить 800 тысяч где-то примерно долларов. У нас есть возможность получать помощь от персонала, который находится на территории комплекса круглосуточно.
Этот комплекс еще в процессе строительства, и скоро откроется большой центр досуга с бассейном, библиотекой, спортивным залом, ресторанами. Тебе нужно вернуться и снять другое видео. С удовольствием приеду. Большое спасибо. И спасибо большое, что ответили сегодня на мои вопросы. Комплекс находится еще в процессе строительства, но эту комнату временно пока мы используем для того, чтобы взять книгу какую-то из библиотеки, можно посмотреть телевизор, можно выпить кофе и вообще собраться можно. В этой комнате мы играем в разные игры, в покер, в манджун и так далее.